Сегодня приготовим самый быстрый и самый простой яблочный пирог буквально за 5 минут. Без миксера и без возни с тестом. Все смешал и готово. Это мой самый любимый домашний яблочный пирог, и продукты для него найдутся на каждой кухне. В миску разбиваю 3 куриных яичка. К яйцам добавляю маленькую щепотку соли, буквально на кончике ножа. Добавляю 150 грамм сахара. Вместо белого сахара вы можете взять коричневый тростниковый сахар, пирог получится еще более полезным. Где мой любимый венчик? Берем венчик и все хорошо перемешиваем, хорошо растираем яйца с сахаром до однородности, чтобы сахар немного растворился. Не прошло и минуты, все готово. К яйцам вливаю 180 мл молока, это примерно 1 стакан. А также мне понадобится сливочное масло. У меня здесь 80 грамм масла. Я растапливаю его в микроволновке. Посмотрите, масло немножко не до конца растаяло. Ничего страшного, друзья. Абсолютно нормально. Добавляем растопленное масло в наше тесто. Так, хорошо почистите мисочку. Возьмите силиконовую лопаточку. Очень удобно. Готово. Друзья, а в этой бутылке у меня мое самое любимое волшебное зелье. А запах просто потрясающий, упасть и не встать. Если кто-то еще не догадался, что в бутылке, открываю секрет. Это ванильный экстракт. Я готовлю его сама, рецептом когда-то делилась на канале, можете посмотреть. Добавляю чайную ложку ванильного экстракта и хорошо перемешиваю. Ванильный экстракт вы спокойно, друзья, можете заменить чайной ложкой ванильного сахара. Главное придать выпечке приятный ванильный аромат. А также для аромата я использую цедру лимона. Лимон нам еще понадобится в рецепте в дальнейшем, но прежде чем разрезать лимон, хорошенько его вымойте и вот таким вот образом снимите с него цедру. Цедру можно снять при помощи мелкой терочки или при помощи вот такого специального приспособления. А еще яблоки очень любят корицу. Если вы тоже любите корицу, ничего не имеете против нее, тогда добавьте буквально пол чайной ложечки. Осталось только добавить муку. Здесь у меня 300 грамм муки. Я добавляю чайную ложку с горочкой разрыхлителя и вот так ложкой просто хорошо перемешаю. И просеиваю муку с разрыхлителем в наше тесто. Как я уже говорила, друзья, пирог очень простой и никакой миксер нам не понадобится. Просеиваем муку. И все хорошо перемешиваем при помощи ложки, деревянной, обычной железной или при помощи силиконовой лопатки. Возьмите тот инструмент, с которым вам будет более удобно работать. Вот так все хорошенько перемешаем, чтобы все ингредиенты объединились. Друзья, напишите, пожалуйста, из какой страны или из какого города вы меня смотрите. Я рада познакомиться с каждым из вас поближе. И посмотрите, вот такой консистенции получается у нас тесто. Осталось только нарезать пару яблок и уже можете ставить разогреваться в духовку. Разрезаем яблоки сначала пополам. А затем каждое яблочко разрезаем на 4 части, а также вырезаем семена. Любимые мои, это просто нереально вкусный домашний яблочный пирог. Все смешал и в духовку. Очень простой рецепт и получается очень просто, быстро и вкусно. Этот пирог с яблоками вкуснее, проще и быстрее, чем шарлотка. Пирог просто тает во рту. И главное, что все продукты для этого пирога уже есть на вашей кухне. Так что, если у вас есть пару яиц и пару яблок, обязательно приготовьте этот пирог. Особенно мне нравится в этом пироге то, что для него можно взять сколько угодно яблок. Если у вас есть всего 2 яблока, пожалуйста, нарезаем яблочки кубиками и добавляем в тесто, тогда в пироге будет много теста и немного яблок. Но вы можете сделать этот пирог абсолютно яблочным. Добавьте туда 5-6 яблок, и тогда получится невероятно вкусный пирог с большим количеством яблок. В общем, пробуйте разные варианты, выбирайте тот, который вам понравится. Я разрезаю лимон, с которого мы с вами предварительно сняли цедру, и отжимаю лимонный сок на яблоки, для того, чтобы они не темнели, а также лимонный сок придаст немного кислинки нашему пирогу. Теперь добавляем нарезанные кубиками яблоки в тесто, которое мы с вами приготовили.
Посмотрите, сколько много яблок, ну просто красота. В сезон яблок готовить такие пироги просто must have, как говорится. Такой рецепт должен быть в записной книжке, в кулинарной тетрадке у каждой хозяйки. Вот таким вот образом все быстренько просто перемешиваем, и тесто уже полностью готово. Нам осталось только подготовить форму для выпечки. Я беру обычную форму, вы можете застелить ее пергаментом или смазать просто при помощи кисточки растительным маслом, и выливаем все тесто в форму для выпечки. Вот так вот аккуратненько разровняем тесто, распределим его по всей форме, чтобы во все уголочки попало тесто с кусочками яблок, чтобы форма была полностью заполнена. Отправляю пирог в духовку. И выпекаю 40-45 минут до красивого золотистого цвета при температуре 180 градусов. Посмотрите, какая красота! Вот такой вот румяный, аппетитный, великолепный яблочный пирог, друзья, у нас с вами получился. Аромат стоит просто потрясающий, пахнет корицей, ванилью, лимонная тонкая нотка также благоухает, исходит от пирога. В общем, друзья, аромат разносится по всей кухне, по всему дому. Это просто какой-то яблочный праздник, яблочный рай. Я вам искренне рекомендую приготовить этот яблочный пирог, потому что это действительно очень быстро, очень просто и очень вкусно. Разрезаю пирог, он, посмотрите, еще горяченький, прямо пар от него идет. Ну, просто великолепный пирог. Посмотрите, какая красота, какое красивое, пышное, полностью пропеченное тесто, совершенно не клеклое, и столько много яблочек, яблочные кусочки, так аппетитно смотрится, можете сюда еще изюмчика добавить. Если хотите, можете поверхность пирога посыпать сахарной пудрой, но это совершенно не обязательно, пирог и так достаточно сладкий, а также количество сахара вы можете регулировать по вашему вкусу. Хотите, добавьте больше сахара, хотите немножко меньше. Все в ваших руках, мои дорогие, всегда смотрим на предпочтения вашей семьи. Вот такой аппетитный кусочек получился, только посмотрите. Давайте попробуем. Вкуснятина. Вкус просто бесподобный. Вот такой вот он мягенький, вкусный, нежный и очень ароматный. Друзья, делитесь рецептом с вашими близкими, друзьями и подружками в соцсетях. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять, и обязательно готовьте. Это очень-очень вкусно. А я желаю вам приятного аппетита, вкусного яблочного пирога и прощаюсь с вами до новых вкусных рецептов. С вами была Олеся на канале Готовим дома. Пока-пока, мои любимые, и скоро увидимся. Приготовь, поделись, подпишись на канал Готовим дома с Олесей.